Всем привет на моем канале, приветствую вас. Сегодня я решила показать вам, как я делаю, хотела сказать, голубцы. Нет, конечно же, это не голубцы, это перцы. Я буду делать фаршированные перцы. Я понимаю, что блюдо, грубо говоря, заезженное, но очень даже любимое в нашей семье. Возможно, найдутся какие-то новички в кулинарном деле, которые захотят научиться делать фаршированные перцы именно так, как делаю это я. Про себя хочу сказать, есть же много всяких разных вариантов фарширования перцев. Но в моем случае я делаю такой суп перца. То есть они у меня получаются в таком бульоне. Ну, в общем, сейчас сами все увидите. На самом деле, с чего начнем? С того, что мы приготовим то, что нам нужно. А это сами непосредственно перцы, которые будем фаршировать. 1 луковица, 2 морковки. Мне кажется, у вас нету 2 морковки, можете взять и 1 морковку. Но вот я человек, родившийся в Азии. Мы там ели в свое время, ну, когда я жила в Азии, очень-очень много овощей. И до сегодняшнего дня в нашей семье мы стараемся следовать этому правилу. Ну, сами понимаете, почему. Овощи – это всегда хорошо. Так, 1 зубок чеснока понадобится мне. Значит, почистить перцы. Помыть их, почистить морковку, лук почистить, ну, чеснок и лук почистить и порезать кубиками, можно полукольцами, не суть важно, как вы порежете, кубиками, полукольцами ли, главное, я имею в виду лук и зубок чеснока. Вот, все. И еще что нам понадобится? Нам понадобится фарш. Фарш у меня уже готовый. Очень важное замечание. Фарш уже сделанный. То есть в нем уже находится лук. Как я делаю лук? Как я делаю фарш? На 500 грамм, значит, перемолотого мяса я ложу небольшое количество соли. И самое главное, я ложу 2 больших луковицы, порезанные, значит, ну, порезанные или нашинкованные на какой-нибудь терке с помощью, как хотите, можете даже в блендере перетереть. Главное, чтобы тут было 2 большие луковицы на 500 грамм мяса. Это очень важно, иначе мясо будет сухое. В общем, лук сделает ваши перцы намного вкуснее. Поэтому не смущайтесь, что именно в фарше будет достаточно большое количество лука, а также в зажарке используется еще 1 большая луковица. Потому что я знаю, что очень многие кладут туда слишком мало лука, и потом это получается не очень вкусно, эта история. Так, еще нам понадобится рис. Я беру иногда басмати, иногда рис молочный. Сегодня будем делать из молочного риса. Как-то моя семья больше любит молочный рис, а вот я больше люблю басмати рис в фаршированных перцах. Ну, в общем, сейчас я буду все чистить, пока камеру приостановлю. В общем, перцы были почищены. Я обычно, ну, если у вас широкие перцы, то их можно, конечно, почистить и вот здесь сбоку ничего не разрезать. Но так как у меня узкие перцы, видите, такие, много туда начинки не поместится, поэтому я просто разрезаю сбоку, палец порезала. Вот. Ну и начиняем. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно мелко пошинковать каким-нибудь доступным способом морковку. Я это делаю обычно на терке. Вот. Ну, где-то вот так должно быть.
темно на кухне. По-моему, готовленный рис. Если вы спросите, сколько риса надо ложить в фаршированные перцы, то я отвечу так. Я ложу
сюда вот сбоку, да, надо лить воду. Я заливаю вот так. Ну, стараться не попадать на мясо, потому что если на мясо начнешь попадать, на начинку, то, соответственно, кончится тем, что начинка размоется. Мне вообще не хочется. Все, я заливаю водой. В принципе, вот так хватит. Можно немножко больше воды налить, но если я не буду этого делать, чтобы избежать при закипании выкипания, да? Вот. Поэтому я просто вот так поверну перчик вниз, чтобы парами пропаривать начинка и достаточно неплохо проварилась. Чуть-чуть воды, я думаю, стоит добавить. Вот. Совсем чуть-чуть. Вот так вот. Все. Теперь добавляем огня, ждем пока закипит. Как только закипает вода, в принципе, для молочного риса вы смотрите по упаковке, сколько вашему нужно. Как-то мы в камере, вот сейчас свет включила, блюдо-то готово. Сейчас положу в тарелочку, ну и сделаю фотографию, посмотрим, как оно будет выглядеть. Ну все. Вот что получилось, окончательный вариант.